Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. В новом году я решила немного изменить формат видео. Попробую озвучивать свои рецепты голосом. И прошу вас написать в комментариях, какой формат для вас более приемлем, с голосом или без. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом вкусной курицы. Курицу я буду готовить целиком, в духовке, в рукаве для запекания, вместе с картофелем и яблоками. Список всех необходимых продуктов я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Курица у меня фермерская, вес ее 2 килограмма 200 грамм. Сначала курицу необходимо помыть, почистить и убрать все лишнее, включая лишний жир. Потом курицу нужно просушить при помощи бумажного полотенца, снаружи и внутри, и натереть солью. Соли я беру немного, так как в дальнейшем буду использовать соевый соус, а в нем соли достаточно. Теперь я курицу перчу черным молотым перцем. Вы можете взять по вашему вкусу, например, смесь перцев. Курицу я солю и перчу не только снаружи, но и внутри. Я слегка надавливаю на грудную клетку курицы, тем самым ломая ее, для того, чтобы она гарантированно поместилась у меня в рукав для запекания. Теперь приготовим маринад для курицы. Для этого нам понадобится 4 столовые ложки соевого соуса, 1 чайная ложка копченой паприки, 1 чайная ложка хмели-сунели, 2 зубчика чеснока, я его пропускаю через пресс. Вы можете взять, например, 1 чайную ложку сухого чеснока. Я сухой чеснок не очень люблю, поэтому редко его использую. Теперь я сюда добавляю 4 столовые ложки растительного масла. У меня это подсолнечное масло. Вы можете взять, например, оливковое, тоже получится вкусно. И все необходимо хорошо перемешать. Теперь курицу необходимо натереть маринадом. Сначала я натираю курицу снаружи. Затем остатки маринада выливаю вовнутрь курицы и хорошо растираю. Теперь я курицу натираю майонезом. Жирность моего майонеза 28%. Вы можете использовать майонез любой другой жирности по вашему вкусу. У меня ушло приблизительно 3 столовые ложки майонеза, и натираю я майонезом курицу и внутри, и снаружи. Миску с курицей нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник мариноваться на 10-12 часов. Я убираю курицу мариноваться на ночь. Курицу из холодильника лучше достать заранее, где-то за пару часов до приготовления, чтобы она успела нагреться до комнатной температуры. Я перекладываю курицу в рукав для запекания, а остатки маринада выливаю вовнутрь курицы.
Теперь я завязываю рукав для запекания и кладу курицу в форму для выпечки подходящего размера. Маринад хорошо распределяю по курице. В рукаве для запекания я делаю несколько проколов, чтобы он не лопнул во время запекания. Отправляю курицу в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на средний уровень приблизительно на 1,5–2 часа. Время запекания будет зависеть от размера вашей курицы и от вашей духовки. Запекайте курицу до золотистой корочки. Здесь у меня 940 грамм картофеля. Я подбирала картофель так, чтобы все клубни были приблизительно одинакового размера. Я картофель предварительно помыла, залила его водой. Теперь мне его нужно отварить до полуготовности. Количество картофеля берите по своему вкусу. Картофель варился примерно 15 минут. Я слила воду и немного его остудила. Так как мой картофель небольшого размера, я делю его на 4 части. И снимаю с него кожуру. А очищенный картофель кладу в миску. Теперь я картофель солю, количество соли по вкусу. Добавляю 1 чайную ложку копченой паприки и хорошо все перемешиваю. Также сюда добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла, у меня это подсолнечное, и снова все перемешиваю. И пока миску отставлю в сторону. Теперь необходимо подготовить яблоки. Яблоки у меня свои, они небольшого размера, кисло-сладкие. Я их предварительно помыла. Теперь я их разрезаю на 4 части и чищу. Кожуру я решила не снимать, но это дело вкуса. Если хотите, можете очистить яблоки от кожуры. И каждую часть я делю еще на 2 части. То есть получаются такие небольшие дольки. Вес моих очищенных яблок 380 грамм. Я их поливаю соком половины одного небольшого лимона, перемешиваю и пока миску отставляю в сторону. Прошел 1 час 45 минут. Я достала курицу из духовки и срезаю верхнюю часть рукава. К сожалению, шкурка прилипла к рукаву, испортив внешний вид курицы. Я рукав раскрываю полностью и по периметру укладываю картофель и яблоки. Часть яблок и картофеля я кладу вовнутрь курицы. Сок, оставшийся от яблок, я также отправляю к курице и ставлю ее в духовку при температуре 180 градусов еще примерно на 15–20 минут. Прошло 15 минут, моя курица готова. Общее время приготовления 2 часа. Сейчас я попытаюсь показать, что у меня получилось. Курица очень нежная, сочная, с золотистой корочкой, мягкая, очень вкусная. Приятного аппетита! Чтобы приготовить эту вкусную курочку, мне понадобилось, собственно, сама курица, вес моей курицы 2 килограмма 200 грамм, соль и черный молотый перец по вкусу. Для маринада 4 столовые ложки соевого соуса,
по 1 чайной ложке копченой паприки и хмели сунели, 2 зубчика чеснока, 4 столовые ложки растительного масла, у меня это подсолнечное. Также ушло примерно 3 столовые ложки майонеза. Жирность моего майонеза 28%. Вы можете взять майонез любой жирности по вашему вкусу. Также мне понадобилось 940 грамм картофеля. Я его подбирала так, чтобы клубни были одинакового размера. Картофелю соль по вкусу, 1 чайная ложка копченой паприки и примерно 1 столовая ложка растительного масла. Также мне понадобилось 380 грамм очищенных яблок и сок половины одного небольшого лимона. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам всего хорошего, мира и добра. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!